Ну, хочу вас опять удивить, как всегда, ценами на бензин. Смотрите, сколько стоит. 23 лиры. Смотрите. 23 лиры. Дизель и 95-й. 20 лир. А дизель 23. То есть, прикиньте, все это умножаете лира сейчас. В связи с курсом к рублю она поднимается. Сейчас она стоит 8. И умножаете 23 на 8, и вы увидите, сколько цена сейчас нынче у нас на бензин. Я пока здесь помыл свою машинку. День сегодня прекрасный, солнечный, но прохладный. По градусам давайте покажу вам. 7 градусов в тени показывает, но это неправдиво. На солнце градусов 14, я думаю. Цены растут с вами в районе Кистели. Это следующий район после Махмутлара. И зайдем мы с вами в один из магазинов под названием Мигрос. Давайте посмотрим с вами, сколько стоит молоко. 13. Айран вот 2 лиры, 10 лир. Кола 5, 7. Если просто молоко обычное, как у нас в пакетах, стоит, ну, это мигровское 7. Курс лиры, кстати, давайте покажу вам. 7. Ну, то есть умножаем 7,7, 49. Самое дешевое молоко. Вот так он стоит 10. В зависимости от жирности 10, 9. То есть на любой вкус. Давайте так немножко покажу вам по сырам. Ну, смотрите цену. Это с карты, желтые ценники, это с карточкой Мигрос. Но она у всех, в принципе, есть. Или на кассе можете попросить, вам пробьют с ней. Вот такие цены на сыр. Ну, например, вот такой сыр, вроде неплохой. Средний, 57 лир. 5,7, 35, 350 рублей. Хлеб бывает разный. Бывает дорогой, за 13 лир. Но обычно все берут обычный хлеб за 3 лиры. Это 7,3, 21. Давайте алкоголь посмотрим, сколько стоит. Алкоголь в Турции не дешевый. Но вот самое дешевое, это литр пива стоит 32 лиры. 7,3, 21, ну где-то 230 рублей. Давайте посмотрим. Вот теперь вот такая стоит. По градусам 4,1 градус. То есть это легкое пиво. Ну это одно из самых дешевых. А средняя цена будет на пиво 23 лир. Мне нравится вот это нефильтрованное. Ну, видите, как все это выглядит. Тоже легкое пиво. Это самое дешевое из 0,5. То есть, ну, 0,450. 16 лир стоит 4 градуса в нем. 4,1 тоже. Вот вина. В большинстве случаев они представлены как сухие полусладкие или сухие сладкие. Красная сладкая, например, мне больше нравится. Я думаю, здесь его нету. Ну, самое дешевое, давайте с вами посмотрим самое дешевое. Какая цена здесь есть. Ну, наверное, где здесь цена? 56, я вижу, 56, 49, 52. Ну, давайте вот 52. Вот такое вино. Все уставлено. Алкоголь то же самое. Все в наличии. Давайте, что мы? Джек Дэниелс. 339. И есть водка Абсолют. 269. Не забываем, все умножаем. Все умножаем на 7. Вот, видите, разновидности. Русский стандарт есть. Ценится дороже, чем Абсолют. Ребят, все заставлено, все есть. Цены, ну, считайте сами. Все умножайте по ценам умножайте все на 7. Помните, с вами посмотрим, что еще. Даже холодное стоит в холодильнике. Я возьму сегодня себе, наверное, бутылку пива. Знаменитый сахар. 8,65 килограмм. Или вот он, 66 рублей. То есть, ребят, ну все есть абсолютно.
Так, возьму себе чипсов. Стоят они 7, 7,7, 47,8, 56 рублей. Острые. Ну, это выбор шоколада. Смотрите. Вот эти печенье вкусные я беру. Вот это кофе мы пьем. 12,99 стоит. Ну, нормально, нам нравится. Энергетические напитки. 20 лир это 450. Ну, смотрите. Просто вода. Давайте соки покажу вам. Сколько стоит сок. И такой есть. 6,90, 8,98. Салфетки разные. Вот хорошие салфетки. 23,50. Покажу вам моющие средства всякие. Порошки чуть-чуть. 57. 69. 54. Ариэль 86. Ну, разные цены на любой. Можно подешевле, можно и подороже. Ну, вот Мигрос — это средство, выпущенное этим магазином. Вот за сок для труб мы покупали, прекрасно очищает. Лучше, чем дорогой. Мы брали, я брал такой. Ну что, я пробил это все. Чипсы и 2 пива себе взял. И вышло 51 лира 62 копейки. Думаю, пойду-ка я найду себе где-нибудь лавочку и посижу спокойно в тишине, попью. Выпью эти 2 бутылки пива. И решил пройтись, но там тупик, там высаживают бананы, как и здесь, и лавки абсолютно никакой нету. То есть, как мы привыкли у нас, что мы можем куда-то зайти, сесть и попить пиво, наверное, нету. Ну, либо идти на набережную. Детей я дал знакомым, они пошли с удовольствием, у них есть друзья здесь. Они пошли в гости, с мамой я их оставил, мама ушла на работу. Так что папа сегодня один самостоятельно, и вот у него 2 бутылки пива, лейс, и вы со мной. Так, ну что, ребят, ходил, смотрю, открытые ворота, и зашел. Это частный дом, соответственно, частная территория. Наверное, меня могут отсюда прогнать. Скажут выйти, значит, я выйду. Не хочется стоять просто посреди где-то улицы и пить пиво. Пиво стоит 22 рубля, 22 лиры и 22 лиры. Это 44, и чипсы 7,70, ну 8. Итого 52 лиры, 51,61. То есть 52 умножаем на 7 и получаем, сколько стоит 2 бутылки пива и чипсы. 5,7, 35. То есть 300, если на рубли перевести, то это 350 рублей. И будет это стоить такой небольшой набор. То есть чипсы и 2 бутылки пива 350 рублей. Ну, например, если с ценами СНГ, там Россия, Украина, Беларусь, то, конечно же, ну, пиво можно купить за, не знаю, мне кажется, за рублей за 30, за 50. Чипсы, ну, наверное, подороже, рублей 80. Ну, вот такие цены, которые сейчас существуют в Турции на 19 марта. Ну, пока мы держим путь, наверное, с вами к Махмутлару. Вот такая детская площадка, которая находится в районе Кистель. Ну, хотел добавить, что, конечно, по детским площадкам турки молодцы. То есть почти везде они присутствуют, за ними ухаживают, следят. То есть я видел, что приезжают ребята, которые занимаются, видно, там обслуживанием. Не знаю, будет вас слышно меня или нет, но вот как-то так это выглядит сейчас. Хотя должно быть тепло, и люди могли вполне возможно купаться. Одинокий человек сидит и просто любуется морем. Так, ну, кстати, я думал, будет попрохладнее здесь. Здесь есть покрышка, я, наверное, на нее приземлюсь. Это будет моим стулом. Опа, поставим мы с вами вот так. Это все смастерим. И сядем. Ну,
сказать, что это прям удобно. Ну, не сказать ничего. Наверное, это неудобно. Но я думал, что здесь будет ветра больше. По крайней мере, ну так ощущалось. Давайте покажу вам. Тут и нету ветра. Туда район Махмутлар, Каргыджак. Туда, за этой горой. Там, кстати, на горе есть... Туда поднимается фуникулер. Там есть замок такой, раньше был там. Оборонительный занимал. Там за горой пляж Клеопатра. И центр. Дальше это Кистель, Оба. И центр дальше. Алания, Клеопатра. Обычно на пляжах бывает кафе, ресторан, наливают чай, кушают люди. Но в этом году это все снесли, соответственно, и хотят сделать более там красочные, более посовременнее кафе. Ребят, ну что, давайте сходим с вами в туалет. Туалет есть на набережной, пойдемте на него глянем. Но я уже вижу, что вода протекает, либо он неисправен, ну, либо он будет скоро ремонтироваться. Повторюсь, что все кафе снесены и туалет пока еще оставлен. Давайте посмотрим. О, что мне заметилось, что здесь лежит чей-то кошелек. Не могу утверждать, что он потерян или, например, ну, всякое бывает, промолчу. Это мужской туалет, как-то выглядит это, мне кажется, как будто это разобрали уже. Ну, заземление, земля есть, это уже хорошо. Вот так это выглядит. У меня подошва грязный, ну, мокро, он неисправен. Вода есть, нету? Вода есть, то хорошо. Здесь уже сухо, чувствую, что сухо. Нету здесь ничего. Ребят, я думаю, ну самое главное, что туалет есть, а работает он, не работает. Вот от меня остались следы. Это уже третий разговор. Я думаю, его починят в любом случае. В любом случае его починят к тому времени, когда будет сезон, когда приедут люди отдыхать, когда будут люди загорать. Обязательно за этим будут всем следить, потому что проверено, говорит, мною, и было все чисто, все аккуратно. Пока идем с вами по району Кистель, смотрите, впереди гора, а вон там гора в снегу, да? То есть, если проехать километров 50, я думаю, туда, и вы будете как в России, в снегу. Вот так проверяют полицейские, тот, кто ездит на байках, то есть права. Если вы думаете, что вы будете гонять безнаказанно на байках, то это вообще 100% не так. То есть вот это как все выглядит. Проверить документ. Можете ли вы ездить на байках? Видите, сколько полиции? Но пока я шел, я лично увидел, когда человек, полицейский, тормознул один из мотоциклистов. Он проехал немножко дальше, хотел затормозить. И потом, видно, он увидел, что он занят, и он просто медленно поехал, посмотрев, погонится ли за ним полицейский или нет. Но полицейский продолжил проверять документы у предыдущего, и человек уехал. Ну, наверное, минут 20 пешком. И вот вам отличие. Кистель, небольшие здания, и Махмутлар. Русский район, ну я как подразумеваю русский, это то есть украинцы, белорусы, казахи, таджики, все вместе здесь. И то есть здесь мало зданий, которые небольшие, и здесь здания, которые уже, опа, видите, они отличаются. Пока шел, взял жвачку, называется бубл. Бубл-губл. Ну смысл? Это жовка прямо из детства, если кто помнит. Ну это вообще прям классная. Стоит на 2 лиры, лира 65. Ну пускай будет 2, 14 рублей. 5 жвачек. Пожалуйста. Рекомендую, 100%. Кистель, Махмутлар. Мы пересекли с вами район Кистель, он остался вон там. И на районе Кистель с пересечением Махмутлар, а Махмутлар, как мы знаем, это русскоговорящий район, то мы попадаем с вами вот так, что на площадке, скорее всего, будет процентов, ну какая же, процентов 70 это будут русские люди.
русскоговорящие. Вот садик в обычном доме. Здесь учится моя дочь. Это, как считается, это государственный сад. Но за который мы платим, по-моему, если не ошибаюсь, 1000 лир в месяц. Или 900. Вот так он выглядит. Каждое утро отвожу я свою дочку именно в этот садик. Здесь ее встречают, здесь она проводит свое время. Но скажу так, ребят, что в этот сад было не просто попасть. Мы звонили каждую неделю, не знаю, звонили все время. Звонили все время, и пока мы сказали, да, есть место, и мы вас возьмем. Ну, прямо действительно, это считается хорошим садиком. А так платные сады стоят 2000 или 2200, 2500. Ну, примерно в таких, то есть, размахах от и плюс. Это если вы можете взять себе автомобиль в аренду. То есть подошли, спросили, но обязательно торговаться, обязательно спрашивать, сколько что стоит. Это не реклама, просто я говорю. МЛ-ка старенькая, я думаю, года 2003-го, она вас обожрет просто с бензином. Джип, если это бензиновый, но я думаю, дизельный тоже обожрет. Peugeot, это дизельная, то дизель, Реношки. Ну вот как-то так. Вот видите, опа, вот так вот выглядит. Я обожаю Мерседес, но... А это уж прям, если вы в горы собрались. Давайте загляну. Ну прям... Интересно. Ну старенько. Интересно, но старенько. Кстати, в Турции любят кошек, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вон там 10. И вот там мужчина их подкармливает. Колбаской, что ли? 11. Сколько? 10 или 11. Сбежались вот так вот. А вот в районе Махмутлар, получается, что происходит? Этот дом будет сносить. Это была гостиница, наверное. Давайте посмотрим. Я думаю, его будут сносить и строить здесь большой, огромный комплекс. Проберемся мы сюда. Вот так это все выглядит. Это все уберется и поставится современный комплекс. Ребят, пока я шел, смотрите, вот так происходит снос старых домов. И здесь будет новый. Шланг поливается водой, чтобы пыль это вся не расходилась. А ребята убирают. Они все убирают, смотрят все это. Видите, и будет на этом месте новое здание. Классно? Классно. То есть вот так вот происходит. Меняются старые здания, старые квартиры на новые. Просто, например, в старом доме было, например, 100 квартир, а в новом будет квартир, ну, я думаю, так 300. Ну так это выглядит, смотрите. Пройти мы сегодня не пройдем. Это дома называется сите, турецкие. Видите, они пятиэтажные или трех. 1, 2, 3, 4. Они пятиэтажные. А в Махмутларе разрешено, видите, 9 этажей или даже 10. И скорее всего здесь будут стоять красивые современные комплексы. С бассейном, с хамамом, с баней. И вот так это происходит. Человек убирает все это. Собирает, наверное, металлические конструкции. А машина в это время сносит дома. А будет выглядеть это примерно вот так, да? Первая береговая линия. 1, 2, 3 дом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Пока построено там 11 этажей, но я думаю, будет все 12, это 100%. Кафе еще почти все закрыты, не почти, а большинство кафе закрыты. Сидят в них только турки. Просто пьют чай и наслаждаются жизнью. Наверное, они рекламят что? Родниковую воду, я думаю, здесь конкретно. Ребят, вот такие вот транспортные средства имеются здесь. Кто знает, да? Десото. Вот такая звезда. Смотрите, какая прекрасная. Чем-то похоже на Defender. Ну что, ребят, мы добрались с вами почти до центра Махмутлара. И вот эти часы, которые там видны, да,
кто здесь находится, ну, очень мало. И обычно встречи происходят именно вон там. То есть все говорят, встретимся на часах. Где, кстати, сегодня проходит субботний рынок. И все закупаются там свежими фруктами, овощами и так далее. Вот так это выглядит. Вот этот рынок, время уже 5 часов. Если получится, мы сейчас с вами посмотрим, сколько стоит турецкая лира к рублю, к российскому. Ну и остальные валюты. Называется субботний рынок. Пойдемте посмотрим. Change Office. Сколько же реально стоит валюты. Давайте посмотрим. А меняют здесь просто невероятному курсу. Доллар 14.30, евро 15.80. Смотрим дальше. Рубль к 10. То есть не к 7, как официальный курс. Смотрите. Не к 7, как мы привыкли, как я открывал вам. Только сегодня открывал вам в Яндексе, да? Что 1 к 7 рубль, а к 10 поменяют вам почти, ну сколько, почти в 2 раза дороже. Чуть меньше, не в 2, но 1,5 точно раз дороже. Вот такой курс, который вам поменяют здесь. Но есть лайфхаки разные, ребят. То есть, если вы откроете себе, например, в каком-то банке, откроете счет, то вам примерно поменяют по тому курсу, который составляет на самом деле. Да, какой курс реальный. Показан к 7, а оказывается к 10. Ребят, пока гуляю, вот такой тоже Махмутлар есть. Прямо центр буквально. Мы отошли там немножко. И вот здесь вот так. То есть растут бананы. И здесь какой-то товарищ сидит, качается на качалке. И смотрит за ними, да? Но это не значит, что потому что никто не хочет купить. Эта земля стоит просто колоссальных денег. И я думаю, просто еще не предложили тех денег, за которых согласятся превратить из сельскохозяйственной земли, чтобы здесь строили. Ребят, на часах уже без 15:07, а это школа в Махмутларе, которая находится. Я так предполагаю, что это с 4, наверное, по 8 класс. Но я могу ошибаться, я не знаю. Но так оно выглядит. Ну, в принципе, неплохо. Довольно-таки неплохо, смотрите. Прикольно. Мне нравится, красиво выглядит она. И большая территория у нее. Приятно. Я думаю, детворе здесь довольно-таки. Детвора здесь чувствует себя неплохо. Ну, холодно уже, конечно, есть такой вариант. Знаете, какой прекрасный закат. Он не может не радовать, даже если так холодно. А холодно, ну, как бы, ну да, уже, ну, загнулся у меня. 7 градусов. Ну все, ребят, дошел я до дома. Время сейчас уже 8 час. Точнее, без 10:08. Вот так выглядит. Ребята там какие-то играют на поле, на футбольном. И говорят они тоже по-русски. Я пришел к себе домой и иду отдыхать. Пойду чайку попью. Всем до встречи. Пока.